Ну вот, ребят, привет на моем канале, просто о сложном. И, как вы понимаете, по вчерашнему ролику шортсу, сегодня речь пойдет о флагманской модели Madmaster, которая сейчас находится на моей руке. И я долго даже не думал, как я буду обозревать эти часы, по той самой причине, что эти часы сами за себя говорят. Эти часы созданы для приключения, эти часы созданы для походов, для очень сложных условий. И это Madmaster GVG B1000. Перед тем, как начать смотреть этот ролик, прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, и дизлайк, конечно же, если оно не понравилось. А мы начинаем. Так вот, часы Casio G-Shock Madmaster GVG B1000 это флагманская модель экстремальной серии мастеров G. Это первые часы в линейке Madmaster, которые объединили в себе солнечную энергию, Touch Solar, тройной датчик и Bluetooth синхронизацию. Да-да, несмотря на то, что эти часы экстремальные, в них зарыто гигантское количество технологий. И одна из технологий это Touch Solar и Bluetooth синхронизация. Touch Solar, что же это такое? Это значит, ваши часы будут заряжаться от солнечной батареи или от любой другого цвета, и вам не надо будет больше менять никаких батареек. Здесь батарейки будут жить практически вечно, если говорить, допустим, примерно 25-30 лет. Основные характеристики и технологии этих часов не отличаются от других часов. Это защита от пыли, защита от воды. Но самое главное, то, что вы знаете в этих часах, и это понятно из названия этих часов, это Madmaster. Многие люди думают, что ой, наверное, совершенно достаточно, если часы будут выдерживать большое давление, они будут выдерживать погружение на большие глубины, и это уже будет хорошо. Но это не совсем так. Для экстремального какого-то для часов надо немножко другое. Если это действительно часы экстремальные, а это часы экстремальные, они должны выдерживать все. То есть, если вы находитесь где-нибудь там в пустыне, если вы находитесь где-то в джунглях, если вы находитесь, где бы вы ни находились, где много грязи, Madmaster поэтому. В чем отличительная характеристика и почему они такие, я вам сейчас расскажу. Основные характеристики и технологии защиты от грязи, повторю, и пыли, специальная конструкция кнопок с герметичными прокладками и винтовой замок в заводной головке, предотвращая попадение песка и грязи внутрь. Материалы корпуса самих часов используются структуру Carbon Core Guard, сочетание карбоновым монококом. Там есть стальной безель с DLC покрытием, тройной джойстик Triple Sense, включает цифровой компас, альтиметр, барометр, тахометр и мониторинг окружающей среды, что в них есть. Они используют также, конечно, мультибенд 6. Для чего? Для того, чтобы автоматически корректировать время по радиосигналам. Синхронизация со смартфоном через приложение Casio Watch. Сейчас я вам его покажу. Таким образом выглядит программа для управления этими часами. И в принципе, если посмотреть внимательно, эта программа дает полностью управление. То есть я даже не пользуюсь самой головкой для управления часов, пользуюсь только кнопками для переключения. И посмотрите, видите, вот часы подключены, показан заряд, куча информации. Также можно выставить здесь будильник прямо на часах, то есть куча будильников можно выставить. Точка местонахождения, то есть можно сейчас изменить точку местонахождения. То есть я вот сейчас вот открою и с помощью программы смогу изменить точку местонахождения. Просто сейчас я нахожусь далеко в океане, поэтому сначала задумались они, конечно. То есть я могу выстроить где угодно, и после этого эта точка будет у меня задана на моих часах.
Для чего? Я расскажу чуть немножко позже. После того, как я установка коррекции высоты, то есть можно вот здесь, вот видите, выполнять автокоррекцию высоты, и потом это просматривать на самих часах. Синхронизация времени, естественно. И вот у меня лог синхронизации, они синхронизируются автоматически. Ручная регулировка стрелок, тоже можно ее сделать. То есть эти вот стрелки, видели, показались они. С помощью них можно будет искать тоже телефон. И настройки часов также есть. Настройки часов — это вот информация самого приложения, звук клавиш отключить, выключить. Подсветка — очень интересная вещь, которую сделали они. Она, в принципе, была только в умных часах, теперь появилась и здесь. То есть она действительно работает. Когда светло, не будет ничего, не будет она работать. Когда часы видят, что светло, это действительно светло. А когда становится темнее, с помощью переворота просто руки, немножко отличающийся от того, как мы делали на умных часах, здесь ты просто очень нормальное действие, ты подносишь часы как будто смотреть, и в это время зажигается освещение. Очень хорошее освещение, яркое, видно не только весь циферблат, еще и нижний дисплей электронный видно, очень хорошо. Отображение на часах, то есть вот каким образом будет на маленьком циферблате. Индикация 24 часа, режим высоты. Ну вот, допустим, я сейчас изменю изменение высоты и отправлю эти настройки на часы. Ну вот, все очень легко. Летнее время у меня подключено автоматически. Индикация, изменить индикацию на часах. То есть вот сейчас у меня выставлено, вот видите, я нахожусь недалеко от Хошимина, Вьетнам, и время на маленьком дисплее выставлено Рига, тут названо мировое время, а здесь домашнее, это где я нахожусь. Меня интересует всегда знать, какое время у меня находится дома. Время соединения с приложением также можно посмотреть. Вот. У меня она в 10 минут, после 10 минут, если я ничего не сделал, они автоматически отключатся. Вот за счет этого часы и хорошо им, они не съедают батарею, и батарею здесь, как я говорил ранее, менять совершенно не надо. Давайте продолжим дальше обозревать эти часы. Для настройки функций и ведения журналов миссий эта программа, как вы видите, очень хорошо. Также на самих этих часах, естественно, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, устойчивое к ударам, обеспечивающее максимальную четкость, виброустойчивость, использование материала альфа-гель вокруг модуля для поглощения вибраций и ударов, но и новые функции дисплея. В отличие от предыдущих моделей DVG-1000 и 2000, которые я, к сожалению, конечно же, не тестил, но я много про них читал, эта версия получила обновленную компоновку циферблата. Если вы посмотрите на циферблат, левый индикатор показывает высоту, разницу атмосферного давления или уровень заряда батареи. Правый индикатор, локейшн индикатор, указывает направление к заранее сохраненной точке, например, к базовому лагерю, работая связь GPS и смартфона. Смотрите, что происходит. Можно на самой этой программе, которую я вам показывал ранее, определить точку, и зажатием кнопки верхней правой кнопки у вас появится функция компас. У вас даже отмечена эта кнопка как компас. Когда она будет отмечена как компас, одна будет показывать это направление на истинный север, стрелка секундная, а маленькая стрелка, которая находится справа, будет показывать нам направление на тот объект, где вы находитесь. Вы скажете, ну блин, что, у меня нету GPS, что ли, или что-то еще? Почему мне надо пользоваться какими-то стрелками, смотреть и идти туда и так далее? Ребят, GPS и так далее, и все, что связано с дорогами, это нормально, когда у вас есть именно дороги.
Moodmaster не рассчитан на то, что вы будете ходить по дорогам. Moodmaster рассчитан на то, что вы будете в грязи, в пыли, в лесу, и вы можете заблудиться. И вот тогда это будет неоценимая действительно вещь. Я пробовал уже, я пробовал сам это уже. Я, конечно, не заблудился. Я посмотрел сначала рекламу этих часов и сказал: да ладно, такого быть не может, давай попробуем. Я взял, поставил точку. И, о боже, они действительно четко и классно показывают направление потом на эту точку. Они показывают все это до мельчайших подробностей. Ты можешь идти, знать расстояние, направление на эту точку, если нету дороги. Если есть дорога, конечно же, вы имеете хороший GPS, и вы начнете обязательно им пользоваться и ходить. Также эти часы показывают время небосхода и захода солнца. Но при этом требуется подключение к приложению и к интернету, конечно. Физические габариты примерно 58,7, 52,1, 16,2 мм, вес 114 грамм. Водозащита крутая, 200 метров, подходит для погружений. Ну, это, конечно, не фрог, но, ребят, давайте говорить честно, кто прыгает, если ты не профессиональный дайвер, больше 200 метров? Если ты профессиональный дайвер, то, конечно же, ты будешь пользоваться часами тоже G-Shock, который будет называться Frogman. Вот эти часы будут точно подходить тебе как для дайвера. Еще мне, что в этих часах очень понравилось, это как раз то, что я вам показывал ранее в программе, это подсветка, как она регулируется. А регулируется она очень классно, что можно сделать так, как на умных часах. Еще раз повторю, подносим часы, и если часы сами видят, что вокруг темно, они включат это освещение. Ты будешь видеть сам дисплей, также ты будешь видеть нижний дисплей. Это очень-очень классно и интересно. Будем так говорить. Эти часы, кроме того, что они такие крутые, будем сказать, немножко такие даже брутальные, а может и не немножко брутальные. Вот если вы посмотрите на моей руке, они достаточно брутально смотрятся на моей руке. Они все же имеют такую-то эстетику, какой-то такой интерес, интересный вид. То есть с красным ремешком. Я вот сейчас вот тоже заказал черный ремешком с вот этими вот металлическими штуками под цвет самого корпуса. Что такое DLC покрытие, кстати, я пропустил до этого и не рассказал. DLC покрытие самого металла, вот этих вот вещей, которые находятся для удержания, оно позволяет защитить хорошо даже металл, для того, чтобы не было видно царапин. Это часы прям для меня. Потому что первый раз, когда я их надел, тут ходил туда-сюда, и вдруг я один раз их задел. Сильно задел, ребята, очень сильно задел. Я такой, блин, новые часы, и, наверное, уже все в царапинах или вообще разбил. Я поднимаю, смотрю, а ничего, вообще ничего. Даже малейшей царапины нету. Не говоря уже о больших каких-то сколах и так далее. Поэтому, так как у меня есть часы, вы знаете, MTG B1000, последняя модификация, я, кстати, немножко позже сделаю какое-то такое сравнение между этими часами и теми часами, и вы увидите, что те часы, они элегантные, красивые, там меньше технологий, чем в этих. Там технологии по изготовлению, конечно, корпуса с помощью искусственного интеллекта. Но в этих часах такое количество. Я сравнивал, допустим, барометр с барометром на судне. Точь-в-точь показывает нормально. Я сравнивал температуру переключения. Точь-в-точь показывает, может, какие-то совершенно маленькое отклонение по температуре. То есть я понимаю, что тут очень все хорошо проработано, здесь очень хорошо защищено, и в то же самое время это такой красивый, хороший и точный инструмент. Кому он будет спроектированы? Для профессионалов и энтузиастов, которые идут в горы, которые идут в пустыню, которые идут куда-нибудь еще и хотят там сделать какое-то, приключение для себя, или просто работают люди в тяжелых условиях или в суровых условиях. Как вы видите, эти часы также для моряков. То есть эти часы подходят мне как профессионалу очень сильно. Особенно учитывая то, что они
имеют возможность показывать направление на ту точку, которую ты задал ранее. А для моряков главная точка — это точка для дома. На этом я заканчиваю свой обзор. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Еще раз прошу, поставьте лайк или дизлайк, если вам чем-то не понравилось это видео. Пожалуйста, пишите мне больше, что вы хотели бы увидеть на моем канале. Наш канал скоро приближается к большой отметке 10 тысяч подписчиков. При 10 тысяч подписчиков мной будут разыграны какие-то призы для людей, которые первые подпишутся и станут, допустим, 10 тысяч первым подписчиком. Я посмотрю, как это сделать, и это будет интересно. Большое вам спасибо. До новых встреч. С вами был Вадим и канал «Просто о сложном».